Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Таро Немо и смотрит это видео. Таро-прогноз. Какие повороты судьбы, а возможно и неожиданности, приготовила судьба? Как мы спрашиваем обычно, что идет в вашу жизнь или что вам по судьбе? Давайте посмотрим, может быть, это то, чего вы не видите. Может быть и правда, какой-то такой судьбоносный момент будет. И у кого с чем тут он связан, мы еще пока не видим. Поэтому мы с вами начнем наш прогноз, как всегда, с того, как карты видят вас, насколько наш прогноз подходит вам и лично вам, насколько откликается с тем, что нам покажут карты, и чью историю, самое главное, карты готовы продолжать. Вот кто вы. По тузу Пентаклей, ну, вот как будто карта уже так немножко предвещает, а у тебя что-то будет меняться. Может быть, тебе придется от чего-то отказаться, кстати. Потому что начало, туз Пентаклей, кто-то получит новость. А может быть, кстати, вы уже получили какую-то бумагу. Может быть, буквально вот на днях. Или сегодня, правда? И пока нам не говорят, что это, с каким подсмыслом, да, или какие эмоции мы по поводу этого испытываем. Но если это где-то откликается, и правда какой-то документ, ну, может быть, письмо, информация, правда, или приватная какая-то была беседа, и вы узнаете, ну, что есть на самом деле, или какую-то правду. Тут явно присутствует как новая точка отсчета. Тогда, скорее всего, вот это будет ваш расклад. Может быть, я не исключаю. У кого-то вопросы касались жилья, дома и семьи. Может быть, взаимоотношений десятка кубков. Я, конечно, допускаю, что здесь и будут и денежные какие-то моменты, или, может быть, вообще в основе лежит какая-то финансовая ситуация, но так или иначе тут именно еще это связано либо с домом, либо с семьей. Ну ладно, вот еще ни одной карты не достала, а уже спешат карты. Так кто же вы? Что в вашей жизни происходит прямо сейчас? Насколько вы узнаете себя в выпавших картах? Итак, кто же вы? Ничего себе. Поворотные события, судьбоносные события. Хотя вот и есть, правда, судьбоносные. Может быть, это та карта нас хотели такую преамбулу нашего расклада дать, говоря, что тема будет касаться действительно у кого-то дома, возможно, и переезда, или какой-то личной истории. Может быть, и с детьми, может быть, и с ближайшим человеком, может быть, и с отдаленными какими-то родственниками, да, далекими родственниками. Но это личная ваша история, мои дорогие. Она, я допускаю, она может как раз и с документами тут какими-то увязана быть, да, или с третьими лицами, ну, все зависит от масштаба вопроса. Но, тем не менее, это касается лично вас. Это даже если и работа, к примеру, или какие-то ваши достижения, но вот все равно это то, что вы бы хотели. Это то, на что вы надеялись. Это то, что вы считали по праву принадлежит вам. Это то, что вот все предыдущие карты, вот эти две, да, я сказала о новости. Хотя, конечно, туз Пентаклей – это возможность. Но с учетом 13-го аркана попробую увидеть эту возможность. Тут у вас могут быть какие-то очень сложные эмоции, какая-то путаница, словно руки опустились, потому что что-то заканчивается. Я надеюсь, все понимают, что 13-й аркан – это не про смерть. Мы спрашиваем, что происходит буквально в вашей жизни прямо сейчас. Это всегда окончание. Окончание предыдущего периода жизни. Собственно, когда у нас перевернулся туз пентаклей, я и сказала, тут что-то завершается. У вас вот буквально какой-то, знаете, как развилка судьбы. Когда вот нужно идти в будущее. Может быть, мы и не собирались ничего подобного предпринимать. Может быть, мы вообще о чем-то не думали. Так вот, скорее всего, правда, вы какую-то либо новость получили, либо важный разговор. Ну, перекладывайте тут в той или иной форме. Была какая-то информация, когда нам как будто, может быть, отказали. Или мы понимаем, что какое-то дело, оно как не выгорит. Или у нас, ну, мы не можем это продолжать дальше, да.
И неважно, какие мы испытывали до этого времени эмоции, а вот здесь, знаете, это как правда какая-то оголенная. Она может быть, знаете, как не сама по себе такая жестковатая, да, холодная, ну, как реальность, но и состояние оголенного нерва, когда нервы на пределе, потому что вообще непонятно, а что дальше, карта трансформации, мои дорогие. Вот что у вас сейчас? Ну, вот такой расклад. Так мне хочется, честно говоря, э, что-то более позитивное. Но вот какие-то последние расклады, это все прямо там из недр нашей жизни, как будто что-то такое поднимается. Я, конечно, могу предположить, что в этот период с учетом ретро-урана у нас как раз что-то подобное может происходить, но как-то хочется ослабить поводья у этой повозки. Карта искаженного восприятия, мои дорогие. Нам страшно. Нам сплошные барьеры. Это вот вы сейчас можете так видеть обстоятельства, что бы я ни предприняла или не предпринял. Все равно, как все равно какой-то забор мне поставят. Или, как знаете, в анекдоте "не гони волну", потому что может быть все время какое-то преодоление вот этих самых барьеров, шлагбаумов каких-то или препятствий. И не успел вроде бы выкарабкаться из одного дела, только вроде душа начала где-то, ну так, легкий полет или уже какая-то, ну, доля оптимизма появляется, и вдруг еще могла добавиться какая-то новость, обстоятельство, когда вы понимаете, ну вот уже все, где же взять силы? Вот сил как будто нет. Ой, какой-то сложный кармический урок. Правда, по аркану Иерофанта. Вам тут надо от чего-то отказаться, а может быть, кто-то из вас сейчас думает, а чего тут отказываться? У меня и так ничего нет. Вот что-то подобное вы можете испытывать. Тут и так все разрушено было. Тут вообще непонятно, как жить дальше. Что происходит прямо сейчас. Сложный выбор. И он не потому, что, может быть, есть как два-три направления, ну, двойка мечей, как минимум два, как бы, да. А он сложный именно потому, что внутреннее состояние какой-то, знаете, невесомости. Как будто нужно что-то завершать, уходить. Может быть, это не буквально уход, как, хотя я могу такое предположить, кто-то ушел, может быть. а, Вот этот ваш уход, он был недавно. Или какой-то отъезд, он был связан тоже вот с какой-то ситуацией, которая, и она вас просто пока еще не отпускает. Вы в ней, по сути дела, посмотрите все карты об этом, вы в ней еще пока живете. И вот эти мысли, ну куда ты их денешь? Себе приказать не думать мы не можем. Все равно мысли нас где-то все время посещают. И карта Иерофант говорит, это ты такой сложный кармический урок проходишь. Я очень надеюсь, что не для всех этот расклад подойдет, мои дорогие. Но что выпало, то выпало. Я не подгоняю карты и не меняю значения. Ну, кто меня долго смотрит, уже знает, как есть. Ну, значит, кому-то это важно услышать. Конечно, мы хотим набраться оптимизма, но кто-то приходит, я знаю, на расклады именно когда сложная ситуация и альтернативные варианты продумывает. Тут эмоции не нужны. Плохие или хорошие, в любом случае, и те, и другие будут мешать. Тут нужно найти какой-то, как, знаете, может быть, узкий фарватер, может быть, бочком куда-то так, это протиснуться аккуратно. Но вот по восьмерке кубков вот не может, как будто оно не могло продолжаться так. Мы чего-то могли не видеть, кстати, с учетом восьмерки мечей. Какие-то явно предпосылки были, мои дорогие. Но, может быть, не хотелось об этом думать. Или вы сами по натуре человек оптимист. Вы где-то могли, кстати, вот с учетом последующих карт, кто-то из вас мог предполагать, что вот даже в тот момент, когда вроде бы что-то для вас складывалось со знаком плюс, я так думаю, что были какие-то мысли все равно такие, что, ну, вот что-то может пойти не так в последний момент. Поэтому вы где-то, и тем не менее, вас это где-то сейчас защищает. Потому что это не то, что вот совсем какая-то новая мысль, да. Ну да, она все равно неожиданна. Всегда это по 13-му аркану что-то неожиданное. Но, скорее всего, вот такой вариант вы предполагали. Потому что по аркану Иерофант это, знаете, люди, которые прошли очень много уже жизненных уроков. Как будто
Судьба била со всех сторон. Сначала с одной, едва отправился, на тебе что-то другое. У кого-то буквально, знаете, как Иерофант, ведь это у нас карта отчасти власти. Это порядок какой-то, да, может быть, порядок в обществе, может быть, это и менталитет той общности, где вы находитесь, может быть, она вам не совсем близка, а вы вынуждены находиться. И это могли быть какие-то документы по закону, вот правда. С учетом того, туза Пентакли вы узнали или получили какую-то бумагу, которая словно и с печатями, там, с какими-то штампами, ну, знаете, как такой вердикт своеобразный. И вроде бы как, может быть, в зависимости от этой бумаги вам теперь словно другое направление нужно искать. Может быть, кому-то и учиться. Отчасти ведь тройка пентаклей тоже нам говорит о том, что мы проходим жизненный экзамен. Но вообще эта карта будет еще и говорить о том, что нам придется перестроиться. Мы сейчас словно, знаете, и неважно, сколько вам лет, вот что сейчас. И кто-то из вас может это чувствовать, что мне уже вроде и лет немало, и опыт богатый, жизненный есть, а вот как будто жизнь надо начинать с нуля. Ну или почти. Потому что прежняя какая-то концепция, ее вообще нет, вот посмотрите. И вас как будто нет в каком-то месте. Или, может быть, знаете, у кого-то словно вас жизнь из какого-то места выталкивает. Вот такое бывает. Или это рабочая даже, если какая-то ситуация, когда тоже нам кажется, уже вроде и так, и сяк, и вам самим не хочется что-то менять. Наоборот, хочется стабильности. А не дает жизнь, судьба не дает вот этой стабильности, мои дорогие. Ну вот насколько, давайте будем смотреть, насколько это у вас откликается. Это ж какие судьбоносные повороты вас ждут. Давайте узнаем, что случится, что будет дальше. Следующий ряд. Давайте, что будет дальше. Знаете, я вот хочу от себя сказать, когда вот так происходит, да, неожиданно, это словно судьба хочет, чтобы мы, сама судьба скорее ломает какой-то шаблон в нашей жизни, заставляя нас не думать, как прежде. Вот понимаете, как? То есть, потому что если бы вот этот удар был судьбоносный, да, вот пусть это по судьбе вот какое-то известие, там документы, разговоры, там у кого что, да, если бы вот это было сделано с какой-то долей дипломатии, вы бы, скорее всего, где-то подзастряли или где-то бы решили задержаться. А тут как будто нужно однозначное решение принимать и приготовиться к новому жизненному этапу. В этом действительно ваш как экзамен, вот, который вы проходите прямо сейчас. Что будет дальше вот по этой ситуации? Да уж, хорошие карты, Женя, ты достала в кавычках, правда. Вот смотрите, 13-й аркан, и нам снова вторая карта трансформации, башня. Ну вот не получается. То есть трансформацию ее никак не избежать. И смотрите, по башне это какой-то порядок будет рушиться. Если вы сейчас, я должна сказать, я вот дайте я достану следующую карту, что идет, да, что будет дальше. Да, вот вам сейчас сложно, мои дорогие. А как будто события внешние, потому что старшие арканы. Тут именно внешние. Это не вы это инициировали, понятно, не 13-й аркан, не 16-й. Вот эти две карты трансформации, это не плод ваших желаний или мечтаний. Это именно было связано либо с людьми, может быть, законами, обстановкой, обстоятельствами, событиями непреодолимой силы, вполне вероятно. И вот то, что вам вот как бы, да, сейчас сложно, но вы, наверное, как первопроходец, потому что какая-то ситуация, вы к ней успеете адаптироваться, а вот те обстоятельства, которые повлияли на вас, они будут случаться в жизни вашего ближайшего окружения. И люди будут к этому не готовы. И вы знаете, ну, приготовьтесь, наверное, к тому, что это может выразиться, то есть мы все воспринимаем сложности, трудности, вот эти вот, да, преодоления. У вас-то, понимаете, выгодная позиция, как ни странно, именно потому, что у вас опыт за плечами. И неважно, сколько вам лет.
видимо, уже, знаете, вы какой-то такой жизненный тяжелый марафон успели пройти, что вот этот опыт, он вам сейчас будет помогать, а кому-то возле вас будет очень сложно. Потому что вот эти события, которые происходят, может быть, это отчасти от людей даже тоже зависит. Я с учетом пятерки мечей, ведь это первая победа. Кто-то из вашего ближайшего окружения может с кем-то разругаться, например. Может быть, и где-то эта ссора, она была с вами, или какие-то отношения уже были прежде натянуты. Вот тут могут быть проходить такие же трансформации в жизни людей, и им это будет очень болезненно. А какое отношение это к вам имеет, вот интересно? Карта сила. Смотрите, иерофант, сила. Сложные карты, да? А тем не менее нам говорят о том, что вот вы-то, как ни странно, в сильной позиции, я только что это сказала, да, и карта нам это подтверждает. Кому-то будет сложнее, и вы знаете, ну, видимо, не случайно нам говорят об этом карты. Вот как вы видите сейчас ситуацию, вам сейчас тяжело. А представьте себе, что вы будете видеть, когда тяжело кому-то. И мы говорили, что это либо личная жизнь, либо какие-то взаимодействия, может быть, с родственниками или теми людьми, которые вхожи в ваш дом, или сама по себе ситуация, которая касается именно, может быть, недвижимости, жилья, места вашего пребывания. А вот там, как будто у людей или обстоятельства дела, они будут тоже как-то меняться, или что-то тут будет разрушаться, пересматриваться, мои дорогие. Вы знаете, я даже могу более того сказать. Как будто в ближайшем обозримом будущем, это ведь мы смотрим буквально уже, что идет в вашу жизнь, да, по судьбе мы говорим, или какие судьбоносные события. Вот здесь люди могут с собой, знаете, как будто не владеть, идти на конфликт, какие-то острые вопросы, то есть себя не могут сдерживать. Почему? А потому что какая-то башня происходит в их судьбе. И я могу предположить, может быть, с учетом, это не обязательно даже ваши близкие, но вот как будто карты, обратите внимание, как они рассказывают, что даже для кого-то из вас вот эта патовая ситуация сейчас, вы ее видите, вы еще многого не видите, это на самом деле. Потому что вы ее воспринимаете сейчас очень эмоционально, где-то душевно, потому что все тут неожиданно. А вы знаете, а тут как будто я могу предположить, словно высшие силы от вас отводят. Вот закрыли вам путь, да, а вы туда вроде бы стремились, а потом пройдет какое-то время, вы понимаете, да нет меня, и слава богу, что меня там нет. Вот буквально так. Как будто эта ситуация, насколько бы она сейчас сложна не была, она вас делает сильнее, и это не просто на словах, это именно старшие арканы, посмотрите, как будто 13-й аркан, он резонирует именно с картой Иерофант. По судьбе я говорила, да? А вот это, опять же, трансформация башни с картой Сила. Ладно, так что же еще? Какие события вас ожидают? Как реинкарнация, мои дорогие. 20-й старший аркан. Тут действительно, опять же, по судьбе. Страшный суд называется эта карта, но это не страшный совсем суд. Это избавление от боли, избавление от страданий. Это как преодоление чего-то. Может быть, это вот именно вам словно нужно что-то отпустить. Вот уже за что-то не держаться. А потом проходит какое-то время, вы себе такое грандиозное большое спасибо скажете. Ладно, что же еще идет в вашу жизнь? Вот смотрите, может быть, эти перемены какие-то, потому что тут, опять же, иногда в некоторых колодах восьмерка жезлов означает тоже трансформацию. Почему? Потому что это карта скорости, это карта получения каких-то важных бумаг, документов или известия. Может быть, это вот вы известие получаете, известие, словно триггер, вы понимаете, вот как раз хорошо, что меня там нет. Или вы в каком-то более выигрышном положении будете в той или иной ситуации, и вы будете набирать темп. Может быть, приготовьтесь даже к тому, что словно вы еще кого-то поддерживать будете, такое впечатление. Но мы говорим сейчас о вас. Карта силы, старший аркан, суд. И дальше восьмерка жезлов. Будьте готовы как к информации. И, может быть, вам как будто придется куда-то поехать. Или, может быть,
с кем-то встретиться, какие-то важные беседы, ну, отреагировать на что-то. У кого-то из вас вопросы именно будут связаны с поездкой, с переменами, может быть, и по работе, но тут может быть и переезд, который связан с работой, потому что как будто вот мы не можем этого избежать. И восьмерка жезлов, жезлы — это все-таки дела, работы, бизнес больше, да, или документы пусть. Но это все равно какая-то деловая часть. А что же еще идет в вашу жизнь? И вот только потом, да, вот смотрите, какое-то ускорение. У вас будет пауза, да? Пауза, и причем это будет, скорее всего, какой-то, ну, либо размеренный темп жизни, когда вы будете настраиваться на долгий период, ну, как минимум лет на 10 даже. У кого-то может быть переезд такой, который не запланированный. И я вполне могу предположить, пока вы докуда-то, то, что вам по судьбе, да, вот как какая-то судьбоносная точка или пункт, где вам как по судьбе находиться, правда. Пока вы этого достигнете, вам как будто придется вот менять энергии. Что-то может ускоряться, а где-то будут и ожидания, может быть, буквально, вот как регламент, я часто говорю по этой карте, мы ждем каких-то важных бумаг, согласований и так далее. Но и сами-то мы за это время, ну, как будто успеваем и отдохнуть, и мысли в порядок привести, потому что по семерке пентаклей тут мы ухаживаем еще за своим детищем или за тем вопросом, который мы решаем. Конечно, карта иногда говорит о пустом ожидании. Вот этого быть не должно. Но, судя по предыдущим картам, тут пустого ожидания просто быть не может. Хотя отдых какой-то я допускаю. Но вот буквально, да, контрастные такие карты. Пока мы до этой точки, когда мы можем словно дух перевести, тут что-то будет ускоряться, мои дорогие. Поэтому приготовьтесь к этому. Вот мне интересно, ваше окружение, вот или с кем связаны вот эти события, или с чем? Потому что по аркану башня, пятерка мечей — это всегда карта конфликта. Так вот, что с теми людьми, с которыми может быть или конфликт, или какие-то недопонимания, может быть, это и отказы какие-то. Что это будет, как это будет продолжено, какие события, что же там случится? К вам действительно кто-то будет обращаться за помощью, в том числе финансовой помощью. Снова нам карты говорят о том, что это может быть кто-то из вашего ближайшего окружения. Вы посмотрите, какие у вас карты. Карта Эрофант, карта силы, императрица. В вас видят настолько ресурсного человека. Может быть, знаете, мои дорогие девочки, я допускаю, конечно, вот у кого, может быть, и дети, да, есть, может быть, и взрослые даже дети, или маленькие, может быть, у кого-то и внуки. Это вас воспринимают как какой-то, ну, знаете, кладезь, вот именно кладезь спокойствия, ума, мудрости, стабильности и ресурсности одновременно. Вот все то, что мы можем сказать по аркану императрицы. Потому что в трудный момент, скорее всего, люди, которые, вот как я почему сказала о детях, или те, кто пока вот вы как будто есть, они знают, что их жизнь, она словно защищена невидимой стеной, какими-то невидимыми силами. Вы для них как ангел, вот ей-богу, вот так. Потому что люди знают, что вы настолько надежный человек, вас-то, может быть, жизнь на колени ставила 1000 миллион раз, а вы всегда умеете подниматься, понимаете? Вот, может быть, только вы одни знаете, насколько вам это сложно и тяжело. И тем не менее, вот почему я стала задавать такой вопрос, потому что нам карты сказали, тут как будто может быть конфликт, с вами могут спорить, а почему это происходит, потому что люди будут словно метаться, не будут знать, что делать. Или, знаете, кто-то как будто руки опускает, вы кого-то можете успокаивать, вы кого-то можете приободрять. У кого-то может быть и финансовая такая серьезная какая-то ситуация, которую надо через деньги решать именно. И поэтому к вам тоже вот обращаются. Вы-то, может быть, от этого устали. Может быть, вам тут, понятно, тут у своих проблем очень много, но как будто участвовать вам придется. А что это еще вот с вашим окружением связано? Причем это к вам обратятся за этой помощью.
А потом вы узнаете, как, может быть, от вашего ближайшего окружения какую-то новость. Ну, как сорока на хвосте принесла. Но вам, пусть это даже будет не документ, а именно какая-то новость. Но вам нужно для себя, вот как только вы что-то услышите, знаете, как поставить какую-то черту. Потому что туз жезлов часто делит нашу жизнь на период до и после. А что же тогда после? Это может быть действительно связано. Может быть и с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. Или иногда это о наших близких, может быть и кровные родственники. А вот смотрите, в то время как вам сложно, сложно всем, да? Но есть один человек, который как будто не совсем зрелый, и неважно, сколько ему лет, может быть, он и взрослый человек. Ну вот, может быть, это и вообще даже супруг, супруга, да, мы по полу карту не рассматриваем. Или пусть это будет кто-то из родственников, внуков, детей, вот, но все равно эта персона вхожа в ваш дом. Но много иллюзий, мои дорогие. Вот как будто сидит этот король кубков, сам ничего не делает, да. Ну, вот так получается, что между императрицей и королем кубков какая-то новость. Может быть, человек слышит эту новость и начинает задумываться, что я там наделал. Или, может быть, тут есть какой-то ляпсус с его стороны, когда думал он что-то одно и в чем-то тоже был уверен. А вот обстоятельства теперь в жизни его добавились, и его какие-то мысли, его уверенность, может быть, не то что пошатнулась, а рухнула. Вот я такое тоже допускаю. И он вам эту новость как будто приносит. Ну хорошо. А в вашей жизни что случится, что произойдет, какое-то отношение имеет к вам? Какие в вашей судьбе будут происходить события? Пажи — это иногда у нас и дети, но вообще это вестники. Это тоже может быть какая-то новость окончательная вам, когда словно на выборе вы будете стоять. Да, нам показан вот такой паж, и буквально карта лежит, как будто намечает себе уже маршрут. Вот буквально какой-то выбор маршрута у вас будет. С чем это связано? Наверное, окончательно устав от какого-то манипулирования, вы будете дистанцироваться от некоторых людей, это правда, которые вам, понимаете, вот такая может быть метаморфоза. Вот у вас сейчас какое-то сложное внутреннее такое состояние, но к этому сложному состоянию, наверное, нам не зря сказали, что тут присоединяются какие-то люди, потому что у них происходят, знаете, не менее сложные ситуации в жизни, но они не умеют решать эти вопросы. Либо опыта не хватает, ну, либо рассудительности не хватает, еще чего-то не хватает. И поэтому это они воспринимают как-то колко, как какой-то конфликт. Они с вами могут быть не сдержаны, как я уже говорила. Но вы-то, понимаете, вы уже к вам могут между тем, да, то есть тут люди могут так и одновременно к вам за помощью обращаться, и еще, и, понимаете, и поплакаться желать, для них будет желательно, но еще и при этом с вами поспорить, что-нибудь едкое сказать, и вы можете сказать: "Все, баста, надоело, хватит". То есть и вы видите, что какие-то манипуляции вам нужно заканчивать. Вот с чем связаны, скорее всего, эти события. Для кого-то это может быть, ну, я допускаю, когда вы захотите действительно, может быть, это как повод к тому, это вы сейчас ищете, каким образом ехать, не ехать, или куда ехать, да, или как мне вот свой вопрос. Но, может быть, тут, к примеру, и правда, когда проживали все вместе, а вы окончательно скажете: "Нет, вот я так не хочу". Иначе эта игра будет всегда не в мои ворота. Я всегда буду проигравшей. Я всегда буду вот эти, как те ворота какие-то не с той, которые правильной стороны стоят. И в моих воротах вечно какой-то гол. Ведь это карта вора, карта обмана, карта манипуляций. Да, конечно, карта нам тоже говорит: ты тут смотри, будь осторожней, потому что есть и такой смысл, мои дорогие, забрать свое. Может быть, вот побудительный мотив, когда вам нужно забрать словно свое. Вы захотите попробовать. Вот какой-то такой обходной маневр совершить. Может быть, кстати, для кого-то, правда,
Вы будете искать какие-то контакты с человеком как юрист, адвокат, чтобы понимать, как в отношении вас работает закон. Более того, мои дорогие, вы посмотрите, центральный ряд. Иерофант, карта силы, императрицы, правосудие. Вот понимаете, вот для человека, такого ресурсного, как императрица, да еще такого мудрого, ведь это карта критического мышления, мудрости, который умеет преодолевать сложности. Вот ему как будто Вселенная будет помогать. Ну, понятно, и самому себе помочь нужно в плане того, чтобы карта дает совет. Для вас нужно все решать по закону. Вот чем больше вы каких-то документов, может быть, правильно оформленных имеете, когда вы четко понимаете, какой букве закона они соответствуют, вам ведь тут правда нужно, понимаете, не верить на слово, например, кому-то, или лучше заключить какой-то, ну, как документ, сделку, может быть, да, нежели верить обещаниям. Тут вам нужно, как по судьбе, какой-то вопрос решить. Вот именно понимать, на каком вы сейчас свете или на каком вы сейчас временном промежутке, можете вы от чего-то оттолкнуться, или что уже все, вот оно действительно завершается. И даже из того, что завершается, как будто тоже максимально, ну, смотря чего касается вопрос, понятное дело, то тогда все равно как будто нужно свести вот по правосудию, ведь это тоже в некоторых колодах, кстати, карта кармы. Вот вам по судьбе нужно предпринять какие-то очень правильные действия и оформление документов буквально. Может быть и так. Может быть, вы уже собирались, к примеру, какую-то важную бумагу, может быть, на кого-то, даже из родственников, написать, переписать. Ну вот интересно нам рассказывают. Ну пусть не для всех, но для кого-то. Или согласиться с чем-то, да, где-то в каком-то документе поставить подпись, пойти на какой-то компромисс. Вы приготовьтесь к тому, что так себя, может быть, вас, почему я говорю, жизнь как будто оберегает. Тут кто-то себя проявит, не сможет сдержать. Вот так сложится ситуация, обстоятельства для человека, что вы понимаете, что как хорошо, что именно у меня на тот момент была такая очень сложная ситуация, иначе я бы дала себя уговорить. Вот у кого-то будет буквально так. Тут какая-то, вот посмотрите, по Луне карта, в общем-то, дает совет, ты себя сохраняй. Тебе как будто нужно вот по этой узенькой тропинке. Обычно в классических колодах Таро справа-слева стоят башни. А возле одной башни волк, возле другой шакал. Я говорю, в шутку, конечно, но вот вам может показаться, что мы выбираем эту башню. Или куда мы пойдем, направо или налево. А нам не надо ни направо, ни налево. Нам не нужна ни одна из башен, или нам не нужны ни волки, ни шакалы. Нам какой-то период нужно пройти в одиночестве, слушая свою интуицию, вот этой узенькой дорожкой. И карта говорит, выглянет солнце, и все встанет на свои места. И при этом я попутно, все-таки мы смотрим с вами на события, вы можете оказываться в какой-то, ну, может быть, ближайшее время в таком месте, где сбор людей или много людей находится. И знаете, вот эти слова «меня несет толпа», всегда Луна немножко предвосхищает и говорит: остерегайся толпы. Если толпа тебе в другую сторону, вам вообще нужно быть немножко самим по себе. Как бы это ни было страшно, но это вас бережет. А не так, что все пошли, и я пошел, все побежали, и я побежала. Вот так быть не должно. Вам как будто вот и такое может быть судьбоносный поворот у вас, да, когда вот такой выбор нужно сделать. И тогда это вам, вот знаете, все время альтернативно как-то поступать. И вы себе потом скажете спасибо. Вот смотрите, это то, что нам переворачивалось в самом начале. Туз пентаклей. Вы как проходите определенный судьбоносный этап, период, потому что в конечном итоге вот то, о чем нам пыталась карта перевернуться и сказать, что у тебя сейчас идет ломка шаблона, у тебя внутренняя идет трансформация. Ты свои ресурсы должен или ты должна как будто пересмотреть кардинально. И если бы не было этой ломки, ты бы остался или осталась вот в прежнем каком-то, может быть, и в мировоззрении, или в прежних каких-то мироощущениях. Может быть, это ты бы
даже не задумывался или не задумывалась о том, что же несут тебе люди, которые тебя окружают. Здесь может быть не только смена, мои дорогие, будьте к этому готовы. Правда, тут какой-то судьбоносный может поворот случиться, когда меняет и место проживания, когда меняет наши взгляды на жизнь, когда и перемены какие-то, может быть, касаются финансов или работы, откуда к вам приходят деньги. Тут полная какая-то перезагрузка. Вот совершенно, да, неожиданно. Может быть, кому-то, мои дорогие, и придется пройти такие повороты судьбы, как и держать вот этот баланс, равновесие, да, потому что правосудие – это всегда баланс. Может быть, даже это, ну, вот хочется сказать, другого слова у меня нет, как пируэты в серпентарии в каком-то вам нужно пройти. Ну, думаю, все понимают мой сленг, и, в принципе, вы уже на свой язык это перевели. Потому что, правда, какой-то серпентарий вокруг. И мало того, что тут какие-то свои вот такие сложности, да, или когда, ну, все уже не идет что-то, как прежде. И сколько ты тут не просчитывай, ты понимаешь, что просчитать ты ничего не можешь. Тебе вот, наверное, как по этой луне, аккуратными шажками. Медленно, но уверенно. Аккуратно вступаем, но не колеблясь вот так вот туда-сюда. А баланс никому ничего не рассказывать еще заодно, я бы сказала и так. Давайте мы достанем карту совет. Поэтому неожиданный расклад. С чего мы начали, тем мы и завершили. Я хотела даже еще другие вопросы задать, но я не буду задавать, потому что с учетом среднего ряда, поверьте, такое редко бывает. Ну, кто смотрит мои расклады, ну точно, туз мечей. Вы знаете, чаще всего я говорю выход из лабиринта. Да, это может быть и новость, информация. Это и сами вы можете сказать кому-то «нет». Вы и себе можете в чем-то сказать «нет». К примеру, но больше уже как будто нет смысла что-то продолжать. Пусть это какая-то составляющая. Может быть, это приходит к вам через информацию, но она вам словно глаза на реальность открывает, и лабиринт заканчивается. Ладно, давайте просто достанем карту совет. Королева Пентаклей. Но будьте уверены, у вас все равно обустроится. И, знаете, благополучие – это вот та персона по королеве Пентакли, которая умеет из щебня построить и благополучие, и из бардака или хаоса навести порядок, оттолкнуться от того, что, по мнению других, и отталкиваться-то не от чего. Вот почему нам о вас рассказывали, что и карта силы, как и императрица, сильный человек. То есть никто не видит, мои дорогие, ваших забот, проблем, хотя они налицо. И могли бы, может быть, некоторые, но включить какое-то понимание. Но нет, все заняты собою. Почему-то в вас видят сильного человека настолько, что вам всегда легко. Или вам все дается как-то проще, или легче. Или вот я не знаю, по какой причине совершенно. Но, может быть, кстати, у вас будет такой момент в ближайшее время, да, это вот как судьбоносная такой перемены, это перемены внутри вас, когда вы будете понимать, что нужно как будто отпускать не только ситуации, а может быть даже и людей, может быть из ближайшего окружения. Вам придется, вы как будто заново учитесь сохранять себя, свои силы, иначе вас просто не хватит для того, чтобы вам свой какой-то путь продолжить. Ведь у вас ведь тут, посмотрите, должно состояться выздоровление от боли, от страданий. Давайте еще карту совет. Все же, мне кажется, не случайно, смотрите, у нас выпадала восьмерка кубков, всегда карта ухода. И может быть там в этих кубках еще что-то есть, может быть еще что-то такое ценное, но наша ведьмочка, это колода ведьмочек, она поворачивается, уходит, как будто уже это не имеет значения. Уже то, что со знаком минус, может быть, превалирует то, что осталось еще со знаком плюс. Или когда не хочется оглядываться. Уже все доводы как будто были приведены, и
на прежнем месте. Уже все, что могли, мы уже создали, сделали. Наступает время, и уходит она налегке, ведь, мои дорогие. Уходит буквально с этим узелком. Почему часто мы говорим по этой карте, что нужно решить какую-то проблему, какой-то Гордиев узел. Но мы ищем решение проблемы, и мы находим по 8 кубков. Мы делаем какой-то очень сложный выбор. И вот посмотрите, карта колесницы. Ведь это тоже выбор. Туда или сюда нам буквально обозначили, да? Вот приготовьтесь к тому, что это карта скорости, это карта успеха, во-первых. Причем успеха в делах, финансах, какое-то продвижение, может быть, ваше. И я могу допустить, что вы кому-то действительно скажете «нет», и словно вы свои ресурсы сэкономите. А сэкономил, 2 раза заработал. И, может быть, вы до этого во времени не ценили себя так, как должно. Может быть, кто-то вас также не ценил, воспринимал как что-то само собой разумеющееся. Может быть, сама обстановка, мои дорогие, учит вас ценить себя, в том числе ваши знания, ваш опыт, вашу душу. Не то, чтобы вы были кому-то там бесплатным приложением, а именно те люди, которые вас готовы сопровождать. Вот какие вам нужны, потому что у вас впереди какая-то очень интересная жизнь. И тут еще какой-то судьбоносный поворот. Но это уже будет явно к вашему успеху. Ведь мы спросили, как карта совет, и нам дают совет. Будь готов и к этому тоже. Что-то ты стабилизируешь. Сначала как будто твоя задача вот этот лабиринт жизненный. Ну, завершить. Дальше стабилизация, может быть, и заработки, работа, творчество, может быть, и у кого-то создание новой семьи, я могу такое тоже предположить. А следом, мои дорогие, жизнь повернется каким-то более интересным, таким уже точно пируэтом, но со знаком плюс, потому что эта карта обозначает прогресс и успех, как я уже сказала. Может быть, у кого-то один переезд, а потом еще один. Но тут что-то интересное. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Давайте будем оптимистами. Хоть и расклад наш не назовешь ни разу каким-то простым. Это ж надо было такое, чтобы совпало. Я благодарна всегда вашим комментариям. Если я не пишу, не откликаюсь, вы знаете, мои дорогие, любимые подписчики, что я все вот абсолютно перечитываю ваши добрые слова, все, что вы пишете. Вы мое вдохновение, это так. Но вот времени написать у меня не всегда хватает, поэтому надеюсь на понимание. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.